Isaiah covers a lot of different theological themes. Исайя в своей книге касается множества различных богословских тем. And many of them occur over and over again throughout the book. И на протяжении книги многие из них встречаются снова и снова. One of the things that we see is that the awesome character of God is referred to over and over. Одна из вещей, которую мы видим снова и снова, это то, как постоянно автор указывает на потрясающий, дивный характер Бога. Such as God's holiness, His glory, His sovereignty. Исайя пишет про Божью святость, Его величие, Его суверенность, Его всевластие. His role in creation. Указывает на Его роль в творении. For example, in Isaiah chapter 40. Например, в Исаии 40 главе. Did anyone decide to memorize that? А кто-то из вас принял решение заучить на память эту главу вместо экзамена? We did. Виталий, volunteer. All right, for example, in verses 21-22. Например, в стихах 21 и 22. Now, it starts out by asking, have you not known, have you not heard? Эти стихи начинаются с словами «Разве вы не знаете? Разве вы не слышали?» It is like saying, you people surely know this. Иными словами, он говорит, ну вы народ, вы же точно это знаете. Hasn't it been told you from the beginning? Haven't you understood from the foundations of the earth? Разве это вам не было сказано от начала? Разве вы не поняли еще от создания земли? It is He who sits above the circle of the earth. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Now, what is that? А это что такое? Круг земли. Well, we have the circle of the earth, yes. Ну да, земля как бы And круглая, God is above it. и Бог над ней. But the significant thing here is that He's sitting. Но важно здесь то, что Он сидит, Он восседает. Okay? He's the ruler. He's on the throne. Он правит, Он на престоле. Its inhabitants are like grasshoppers. И живущие на земле как саранча, как кузнечики перед Ним. No, we're not grasshoppers, Ну, мы, obviously. конечно же, не кузнечики. But the point is that in comparison to God, we are insignificant. Но идея в том, что в сравнении с Богом мы, конечно же, весьма малозначимы. Okay, He stretches out the heavens like a curtain. Он простирает небеса, как занавес или как тонкую ткань. They say you've got this curtain. Представляете, да, вот там занавеска в рулоне, и вы такие, там, или простыня, да, раскрываете. That's what God does with the heavens. Think how huge the heavens are. И когда вы смотрите на небеса, подумайте о том, насколько вообще вот эта вся вселенная огромна. He spreads them out like a tent. Well, И он раскинул их как шатер для жилья. if we look at Isaiah 42. И если мы с вами посмотрим Исаии 42 главу, Thus says God, the Lord who created the heavens, stretched them out. verse 42:5. I'm sorry. 42:5. Так говорит Бог, Господь, сотворивший небеса и разостлавший их, распростерший, я современно читаю, распростерший землю с произведениями ее. All the way through Isaiah, we keep seeing the greatness of God. На протяжении всей книги Исаии мы продолжаем видеть величие Бога. If you want to get a picture of the God that we worship, you need to go through Isaiah and note all of the marvelous descriptions of God found in this book. Если вы хотите полнее увидеть описание Бога, которому мы
поклоняемся, то прочтите книгу Исаии, и вы увидите совершенно захватывающее, завораживающее описание того, каков наш Бог. Also, the book emphasizes human depravity. Также эта книга делает особый акцент на человеческой испорченности. Okay, you just got those charts. Now, what I want you to do Что бы я хотел? is I want you to integrate this with the chart that you got Я yesterday. хочу, чтобы вы объединили вот ту диаграмму, которую я вам раздал, с той, которую вы получили вчера. So that we have all of the information from the two in one. Чтобы вся информация с обеих диаграмм как-то поместилась на одной. Можно написать? Приклеить, да, это? А? Приклеить? So you want them to do a ministry project or Yeah, as a team? yeah. Да, то есть чего от вас хочет преподаватель? Он хочет, чтобы вы как команда Okay. из 6 там, или 7 So I человек want this by Monday. сделали вот такой проект, да, вместе, чтобы вы объединили эти две диаграммы. И он хочет это увидеть к понедельнику. I want you to have all that information from the first chart. I want you to have this information included. Я хочу, чтобы вы взяли всю информацию с первой диаграммы, включили в нее все то, что дополнительно есть. Вот я раздал сейчас. But let me explain to you Ну давайте я вам объясню. one thing on this chart that I think is perhaps it might be confusing. Ну, я объясню только одну вещь, которая может быть на моей диаграмме, которую раздал. Okay, down here, Сбивать с толку. where it says Judah, 291 years. Там, где написано вот Иуда 209 лет. Да? Well, 291. 291? 291 years. 291 год, да. Now you notice Israel, up above that it says 209 years. Да, вы обратили внимание, там Израиль 209 лет. Well, what you have here is from 931, the division of the kingdom, until its destruction by Assyria. Что имеет в виду автор? Это вот от 931 года, от разделения царства и до уничтожения Ассирии, 722. That's the 209 years there. 209 лет там. Now Judah, from 931 to 586, И Иуда 931 года до 586. that's actually 345 На самом деле years. это 345 лет, а не 200. But what this author has done is Сделал этот автор. to take a look at the last 5 kings of the southern kingdom. Он рассмотрел 5 последних царей Южного царства. And so from 931 down to 640, То есть он посчитал так, от 931 года до 640. okay, that's 291 Это years. 291. And 640, that's the date for Josiah, 640 год это дата воцарения Иосии, who's going to reign for 31 years. который будет сам править 31 год. Okay, then you have Jehoahaz for 3 months, Потом Иоахаз 3 месяца. Jehoiachin or Jehoiakim II, 11 years. То есть Иоаким 11 лет. Jehoiachin, 3 months. Потом Иехония 3 месяца. Then Zedekiah. И Сидекия последний. Then we also have Gedaliah, but he's not on this chart. Ну, также была еще Гадория, но ее нет в этой таблице. So you need to put Gedaliah on this
this chart. So I want you to find Gedaliah. Да, вам на эту диаграмму нужно разместить также и Гадолию. Я хочу, чтобы вы I want you to find his dates нашли время, точнее его. and insert him into the chart. Да, я хочу, чтобы вы нашли время его правления и вставили в таблицу. Гадолия. Okay, he's not actually the king, but he's appointed to be a Он ruler. как бы не был по-настоящему царем, но он был поставлен, тем не менее, править. Okay, it's good to have a chart where you've got these kings on it and their dates. Здорово, когда есть такая таблица, где вы видите всех этих царей и все их даты. Now I believe I also gave you a list of the Persian kings and the Babylonian kings. Насколько я помню, я также давал вам список вавилонских и персидских царей. When we were doing the historical books. Когда мы делали с вами исторические книги, нет? Есть, да, в конспекте таблицы. Yeah, we have it. Okay. It's also good to have those on the chart, and when they reign. Также здорово, если у вас есть вот эти цари. Put them down here where we've just got Assyria, Babylon, and Persia. И время их правления, и so you want also to add them. Yes. Пожалуйста, добавьте их тоже в диаграмму ассирийских и персидских царей. The reason why, when you start reading, for example, the book of Jeremiah, Цель этого в следующем. Когда вы, например, начинаете читать книгу Иеремии, it gets to be a little bit complicated because it talks about the rulers of Assyria that got their names, and you've got the rulers of Babylon and Persia. Потому что, например, Иеремия вначале говорит о правителях Ассирии, упоминает их имена, потом он говорит о правителях Вавилона, Персии. So sometimes when you start reading, you say, well, who are these people? И порой, начав читать, вы задаете вопрос, кто все эти люди? So if you find something about the Battle of Carchemish, И если вы можете найти какую-то информацию, например, о битве при Кархемисе, who are these people? What is it talking about? то вы можете разобраться, ага, кто эти люди, о чем они говорят вообще, о чем там говорится. So if you're trying to understand what the prophet is talking about, you need to know who are these people. Поэтому, если вы пытаетесь понять, о ком говорит пророк, вам нужно понять, кто эти люди, которых он упоминает. Well, for me, having a picture in front of me with names and dates, it really helps. Когда, как мне кажется, когда передо мной есть такая диаграмма с датами, с именами, то мне намного проще читать таким образом. Okay. Хорошо? So you can get together, you can talk about it. Somebody needs to find the dates for the Assyrian rulers. Да, поэтому как-то соберитесь вместе, обсудите, да, кому-то, раздайте задачи, кому-то надо будет найти даты там, And the Babylonian rulers. и персидских, и ассирийских правителей. And then the Persian king. Ну и также персидских. All right. Правильно понимаю, каждая взять таблицу или одна таблица все? So you want the one chart, one diagram for all of that Yeah. information. Преподаватель хочет видеть как бы все на одной диаграмме. Одна должна быть. Одна должна быть диаграмма, где будет включено все. Ну, от всех имеется в виду одна диаграмма. Ну, каждый отдельно сдает таблицу, которую... Нет, это командный проект. Все. Это групповой проект. So it's a team project, it's not each one individual. Yeah. Да. Okay. Secondly,
the book of Isaiah also focuses on human depravity. Также книга Исаии фокусируется на человеческой испорченности. The fact that man is sinful, man rebels against God. На том факте, что человек греховен, что человек взбунтовался против Бога. Can you think of any verse in Isaiah that really emphasizes this? Можете ли вы вспомнить какой-то стих в книге Исаии, который подчеркивает этот факт человеческой испорченности? 29, 13. 29:13. Okay. They draw near me with their mouths and honor me with their lips. Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, They remove their hearts far from me, а сердце же его далеко отстоит от меня. and their fear toward me is taught by the commandment of men. И они боятся меня, благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Oh, I think this is a description that we could apply in many churches today. Я думаю, что это описание прекрасно можно применить к состоянию многих современных церквей. They're saying, "Praise the Lord," Они говорят, слава Богу! and they honor me with their lips, Да, и Бог говорит, да, устами чтите, but their heart is far но away. сердце далеко. And their respect for the Lord is taught by the commandment of men instead of by the Word of God. И благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Because in so many churches today, they pay little attention to the Word of God. Поскольку в многих современных церквях очень мало внимания уделяется Божьему Слову. Okay, can you think of another verse in Isaiah Хорошо, можете ли вы вспомнить еще какой-то стих в книге Исаии, about man's depravity or sinfulness? говорящий о человеческой греховности, человеческой испорченности? 64:6. 64:6. Oh, excellent. Прекрасно. Yeah. Okay. Хорошо. We are all like an unclean thing, Да, все мы сделались как нечистые. and all of our righteousnesses, notice it's plural in the original text. И вся праведность наша во множественном числе, что интересно, в изначальном тексте. Как запачканная одежда. All of our righteous deeds Все наши праведные дела are like filthy rags. это запачканная одежда. That's our good things. Это еще хорошие наши дела. Think how much worse would be our unrighteous deeds. Подумайте, насколько хуже, чем это выглядит в глазах Бога наши неправедные дела. Исайя 5:20. Isaiah 5:20 also speaks about that. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму подши. The woe to those who call the evil good and good evil. Right, the darkness for light. Yeah, okay. Да, хорошо. But Isaiah 53:6. Исайя 53:6. Исайя 53:6. Все мы блуждали. Как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь положил на него грехи всех нас. Okay, so this is also a theme that we find throughout the book of Isaiah. Это также одна из тем, которую мы видим на протяжении всей книги Исаии. But third, the book repeatedly talks about God's deliverance, His salvation and blessing.
Но в-третьих, это третья тема, книга постоянно говорит о Божьем избавлении, о Его спасении и благословении. So there is that theme that God is merciful and He has planned for deliverance. И вот эта тема о том, что Бог милосерден, что у Него есть план избавления. Fourth, Isaiah highlights Это третья важная тема. the fact that God provides comfort for His people. Четвертая тема. Исайя акцентирует на том Божьем утешении, которое Бог дает своему народу. Божье утешение Его народу. So in the first part of the book we have announcement of judgment, condemnation. И в первой части книги мы видим провозглашение о суде, об осуждении. But then in Isaiah 40 he says, comfort, all of you comfort. Но потом в Исаии 40 главе провозглашается: утешайте, утешайте народ. 5, the book focuses on the Jewish remnant. В-пятых, книга фокусируется на иудейском остатке. Okay, so even though there is great apostasy in Israel, there is always this faithful remnant. То есть даже несмотря на то, что в Израиле происходит массовое отступничество, всегда, тем не менее, есть верный остаток. Okay, so we today are living in the midst of a crooked and perverse generation. Мы сегодня в наши дни живем посреди испорченного, извращенного поколения. But we need to be the remnant. Но нам нужно быть остатком. And your ministry needs to be preparation of the remnant. Должно также быть служением по подготовке этого остатка. Preparation to stand against the philosophy of the world. Вам нужно готовить людей, которые после вас встанут The satanic doctrines. против философии этого мира, сатанинских учений, The immorality. моральности. It's the remnant. Очень важная тема. It doesn't matter if the whole world goes apostate. We are still responsible to live godly lives. Не важно, что весь мир съедет с катушек и пойдет жить нечестиво. Наша ответственность жить благочестивой жизнью. You should know when you read Isaiah the focus on the remnant. Поэтому важно помнить, когда вы читаете Исаию, Исаия фокусировался на вот этом остатке. All right, 6, the book emphasizes God's just judgment. В книге подчеркивается Божий справедливый суд. God will bring judgment, but it's always right, it's just. Бог наводит суд, но этот суд всегда правильный, всегда справедливый. 7, the book Седьмая тема. talks about the universal day of the Lord. Книга говорит о всемирном дне Господнем. It's a major theme in the prophetic books, the day of the Lord. Вообще в пророческих книгах эта тема Дня Господнего является одной из основных ключевых тем. And then, number 8, the book speaks repeatedly about the coming kingdom. И восьмая тема, книга постоянно говорит о грядущем царстве, грядущее царство. And it also observes the prominence that Jerusalem will enjoy in the millennial И kingdom. также постоянно автор делает акцент на том, какую значимую роль Иерусалим будет играть в грядущем царстве. And then, finally, the book records God's program for Gentile nations. И последнее, в книге описана Божья программа, Божий план для языческих народов. Okay, now, Хорошо. when we look at the book of Isaiah, Да, смотрим на книгу Исаии. okay, so Isaiah is writing in the 8th century before В Christ, 7 столетии до Христа. and he 8 столетии, пардon.
he is writing before the fall of the northern kingdom in 722. в 700-х годах, и он пишет перед падением Израиля, Северного царства, в 722 году. And he is also going to prophesy the coming judgment on the southern kingdom at the hands of the Babylonians. И он также пророчествует о грядущем суде на Южное царство, которое совершится руками вавилонян. Okay, so Isaiah will be alive for the fall of Samaria, but he will not be alive for the fall of Jerusalem. И Исаия в момент падения и Северного царства Самарии, он жив, но он уже не жив в момент падения Иерусалима. But he is giving prophecy that is going to be directed to the people of his day and immediately after. Но он дает пророчества, которые направлены на людей, которые жили в его дни и сразу после. He will also give prophecy that relates to the coming of Messiah and his death on the cross. Но также он дает пророчество касательно грядущего Мессии, о его смерти на кресте. He has no information about the church, of course. В его книге нет никакой информации о церкви, конечно. That was a mystery. Церковь была тайной. But Но he does give information about a future judgment that is the Great Tribulation. Но он дает информацию о будущем суде, то есть о великой скорби. Okay, he doesn't tell us, but that's going to be a period of 7 years. Он нам об этом не говорит, но мы знаем, что это период из 7 лет. That 7 years, that's something that will be revealed when Daniel writes. По поводу того, что это длится 7 лет, об этом мы уже узнаем, когда Даниил напишет. So the tribulation ends with the second coming of Christ to the earth, Великая скорбь закончится вторым пришествием Иисуса на землю, who will establish a millennial kingdom on the earth. и Иисус установит тысячелетнее царство на земле. Okay. So he has considerable information about the millennial period. Поэтому у Исаии мы встречаем достаточно много информации о периоде тысячелетнего царства. And the prominent place that Jerusalem will have in this period. И о той значимой роли, которую Иерусалим будет играть в этот период. So these are the things that Isaiah is going to emphasize with regard to prophecy. Вот эти все вещи Исаия будет подчеркивать касательно пророков, своих пророчеств. Okay, let's just notice, for example, in Isaiah chapter 11. Например, давайте посмотрим Исаия 11 главу. And we can start in, well, look at verse 6. Давайте начнем с 6 стиха. Когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленок, молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить его. All right, verse 7. 7 стих. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Verse 8. 8. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездом змеи. And verse 9. И 9. И не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа. This is talking about conditions in the millennium. И здесь говорится об условиях, которые сложатся в тысячелетнем царстве. Today you do not put wolves and lambs together. В наши дни агнцев, ягнят и волков вместе помещать проблематично. You don't want to put the calf and the lion together. Однозначно вы не захотите теленка и льва оставлять на одном пастбище. And you don't let little children go play with the wolves and the leopards. И навряд ли вы позволите малым детям играть с волками и барсами.
and you don't give your baby a cobra as a pet. И вы явно не даете своему маленькому ребенку кобру в качестве домашнего животного. Oh, nice snake. Nice snake. Хорошая змеючка. Змеючка, конечно, ничего. But in the millennium, you see the curse is going to be lifted. Но в тысячелетнем царстве мы видим, как проклятие будет снято. And so these animals won't be dangerous anymore. Поэтому эти животные уже больше не будут опасными. Now, some people want to say, this is just an allegory. This is not real. This will not happen. Некоторые люди говорят, это просто аллегория, это не исполнится буквально. And they say, this is just talking about, if you're right with the Lord, then this is all internal, and you're not going to have inner conflict. Да, но здесь некоторые люди говорят, если у вас правильные отношения с Господом, то вот у вас будет внутри вот такой мир, не будет такого внутреннего конфликта, и именно вот это вот внутреннее состояние описывается этими метафорами. So there are several chapters in the book of Isaiah that talk about this future kingdom on the earth. И есть несколько глав в книге Исаии, которые явно говорят вот об этом будущем царстве на земле. Now, just as the prophecies for the first advent were fulfilled literally, И важно помнить, что точно так же, как буквально исполнились пророчества о первом пришествии, so also the prophecies about judgment and future deliverance in the millennium will be fulfilled literally. точно так же буквально исполнится пророчество о суде и о будущем царстве тысячелетнем. Well, let's go back to Isaiah 2. Давайте откроем Исаию 2 главу. Исаия 2. In verse 2. Стих 2. Исаия 2. Последние дни, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу горы, возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. All right. This is talking about a future time. Здесь говорится о будущем времени. There's going to be a fourth temple built. Будет построен 4-й храм. And it says nations will flow to it. И здесь говорится, что народы потекут, In verse устремятся. 3. Стих 3. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будет ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господа из Иерусалима. All right, and we looked at verse 4 yesterday. И мы с вами смотрели на 4 стих вчера, про мечи и оралах. Okay, where nations will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Что не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, мечей на оралах, копьями серпы. That's prophecy about the future kingdom. Это пророчество о будущем царстве. But what we see is that Jerusalem is going to be prominent in the millennium. И что мы видим? Что Иерусалим будет значимым местом в тысячелетнем царстве. And then we also see that God has a plan for Gentiles as well as for Israel. Также мы видим, что у Бога есть план для язычников, точно так же, как у него есть план для Израиля. Okay, in 42:6. И в Исаии 42:6 It says that God has given Israel as a covenant to the people, alike to the Gentiles.
И здесь говорится, что Бог поставил Израиль в завет для народа, во свет для язычников. So Israel is to be God's evangelist to Gentile nations. И Бог предназначил, чтобы Израиль был Божьим евангелистом для язычников, для народов. And there will be, of course, many Gentiles who respond. И, конечно же, многие язычники откликнутся позитивно. Now, Israel should have done this in the past, and they failed miserably. И Израиль должен был бы сделать это в прошлом, но они потерпели сокрушительный провал. They became very proud, and they didn't want Gentiles to become part of them. Они очень возгордились своим особым статусом, и они не хотели, чтобы язычники стали частью их. Oh, Israel today is not God's missionary entity. И Израиль в настоящие дни не является Божьей, так сказать, миссионерской единицей, да? То есть он не является Божьим миссионером. That's been given to the church. Эта функция была передана церкви. But in the future, in the tribulation, and then again in the millennium, Israel will be the missionary agent. Но в будущем, во дне Великой Скорби и во дне Тысячелетнего Царства, Израиль снова станет миссионерской силой для Бога. In 49:6. Смотрите, 49:6. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Иакова и для возвращения остатка Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Okay, and there are, well, in chapters 13 to 23, we can see God is going to deal with Gentile nations. И в главах с 13 по 23 мы видим то, как Бог будет решать вопросы с языческими народами. So when you read, you have these themes that keep coming up И over когда and вы over. читаете, вы видите вот эти темы, которые всплывают снова и снова. Now, also in this book, we encounter the Messiah, Также в этой книге мы сталкиваемся с Мессией. and he will be a servant, but he will also be a king. Он будет слугой, но также он будет и царем. Another feature in Isaiah is the ridicule of idols. Еще одна особенность у книги Исаии является высмеивание идолов. It's saying you go, you cut down a tree, И он просто, Исаия с нескрываемым сарказмом описывает, как вы идете, срубаете half of дерево. the tree you use to build a fire, Половину дерева используете для того, чтобы костерчик распалить. and then the other half you carve into an idol, Из другой половины дерева вы себе вытесываете идола. И and then you worship this idol and say, this is the God that created me. И потом вы поклоняетесь этому идолу и говорите: вот Бог, который меня сотворил. But how can something that you created be the thing that created you? Но подождите, как что-то, что вы сотворили, может быть тем, что сотворило вас? So we see a lot of ridicule of false gods. Поэтому мы очень много видим в книге Исаии вот этого саркастического высмеивания ложных богов. Okay, we see Jesus in the book of Isaiah. Итак, мы видим Иисуса в книге Исаии. We saw this yesterday in the virgin birth.
Isaiah 7. Мы видели это вчера в непорочное зачатие в Исаии 7 главе. The fact that he would have a ministry to the Gentiles. Тот факт, мы читали про тот факт, что у Мессии будет служение для язычников. Isaiah 9:1. Это Исаия 9:1. He will be David's greater son. Он будет великим сыном Давида, Who will fulfill the Davidic covenant. который исполнит Давидов завет. That's Isaiah 9:6 and 7. The Это government will Исаия be on his shoulders. 9 глава, 6-7 стих, да, что владычество будет на его плечах или раменах. The fact that he would perform miracles. Тот факт, что он будет совершать чудеса. For example, in Isaiah 35:5 Например, в Исаии 35:5. and 6. 35, 5 и 6. Еще раз Исаия. 35 глава, 5-6 стих. Когда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. He would have a forerunner, John the Baptist. У Мессии будет предшественник, предтеча, именно Иоанн Креститель. We saw this yesterday in Isaiah 40. Мы это вчера уже видели в Исаии 40 главе, глаз вопиющего в пустыне. He will be a suffering servant. И также о Мессии сказано, что он будет страдающим слугой. We'll see this in Isaiah 52, Мы 53. это видим в Исаии 52 и 53 главах. Well, okay, let's go to Isaiah chapter 14. Давайте откроем с вами Исаии 14 главу. This is a well-known chapter, but one that is also much disputed. Это весьма известная глава, которая также вызывает множество споров. 14 глава Исаии. All right, let's go down to verse 3. Давайте откроем с вами стих 3. Read verses 3 and 4. Прочтите, пожалуйста, стихи 3 и 4. Будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. All right, now he says, take up this proverb against the king of Babylon. То есть, смотрите, здесь говорится, да, произнесешь победную песню, да, на царя Вавилонского. All right, now what's going to happen is the king of Babylon is going to be overthrown. О чем здесь говорится? О том, что царь Вавилонский будет побежден, свергнут. So, verse 5, the Lord has broken the staff of the wicked, the scepter of the rulers. 14.5. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. So the Lord will defeat him. In verse 7, the whole earth is at rest and quiet. Стих 7, да, когда Господь поразит его, то вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. In verse 9, Вот 9 стих. Sheol from beneath is excited about you to meet you at your coming. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Okay, so he's going to cut down the king of Babylon. То есть Бог сразит царя Вавилонского. And it says that
Sheol stirs up the dead for you, all the chief ones of the earth. Да, и что в Шеол будет, буквально современно, будет духов умерших, чтобы тебя встречать. So here's a picture, the king of Babylon, the most powerful man in the То есть world. какая картина здесь рисуется? Царь Вавилонский, самый могущественный человек в мире, He's going to die. умрет And he's going to go to Sheol. и отправится в Шеол, в мир мертвых. And the great rulers of the past who are already in Sheol. И великие правители прошлого, которые там уже в этом Шеоле, They say, oh, you too? они скажут, что и ты тоже с нами? The most powerful man in the world, and you end up here as well. Ты самый могущественный человек мира, и ты тоже окончил свой путь здесь. Verse 10, have you also become as weak as we? You've become like us. Стих 10, все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Your pomp is brought down to Sheol. В преисподнюю низвержена гордыня твоя. The sound of your stringed instruments. Yeah, verse 11. Да, стих 11, да, вместе с пением твоих арф. Буквально, да. And he's got a really nice blanket. Поэтому, да, очень интересно у него простыня будет. Да. You got a blanket of worms. Милая, да. Под тобой подстилается червь. Okay, you got a mattress of maggots Да, то есть and a blanket of worms. буквально личинки мух будут у тебя как матрас, и черви будут твоей простыней. But now in verse 12, Но, а вот 12 стих. he's going to begin to talk about the devil. Здесь уже начинает он говорить о дьяволе. Just as the most powerful man in the world is brought down, so also the most powerful in the angelic realm will be brought down. Точно так же, как будет свергнут самый могущественный человек в мире, точно так же самая могущественная личность в ангельском мире тоже будет свергнута. So how are you fallen from heaven, O shining one? Как упал ты с неба, Деница, то есть утренняя звезда, The son of the morning. сын зари. You're cut down to the ground, you who weakened the nations. Разбился о землю, попиравший народы, For you have said in your heart. а говорил в сердце своем. Now in my text, we have 5 statements made by this shining one. В моем тексте приводится 5 вот этих утверждений, сделанных этим сыном зари, этой утренней звездой. And in my text 5 times it says, I will. И в английском тексте 5 этих утверждений начинаются с вот этого I will, я буду, да, ну, указание на единственное число будущего времени. Okay, here's what the devil said Но вот что говорит дьявол. when he fell into sin. Вот что он говорил, когда впал в грех. He was lifted up with pride. Он был исполнен гордостью. What was the thinking of this angel И о чем думал этот ангел, that caused his fall? что привело его к падению? I will ascend into heaven. Взойду на небо. Okay? That's what he wants. He wants to be promoted, Вот чего он хотел. Он хотел повышения. even though he is the greatest of all creatures. Хотя и был величайшим из всех творений. He wants more. Он хотел больше. I will exalt my throne above the stars of God. Выше звезд Божьих вознесу престол мой. Звезды это ангелы, да? So, stars of God, are those These are the angels? angels, yes. Да, это ангелы. I will also sit on the mount of the congregation, И также воссяду на горе собрания, on the farthest sides of the north. на краю севера. Okay? In Russian traditional text, it's I will sit on a mountain in a gathering of gods.
Is it a true text or just amount of congregation? No, it doesn't. There's nothing about God. Да, но вроде бы в еврейском тексте нет ничего про богов. Гора собрания. Да, гора собрания. Да, да, Катя. Ну, может, немножко не по теме. Просто когда назвали звезд ангелами, я этого раньше не слышала. И вспомнила, когда на небе часто видишь падающие звезды. Ага. Интересно. Ну, не знаю, такая ситуация. It's interesting what did people think when they were seeing the fallen stars in heaven? In verse 14, В стихе 14. I will ascend above the heights of the clouds. Зайду на высоты облачные. I will be like the Most High. И буду подобен Всевышнему. In other words, he wants to take God's place. То есть, иными словами, он хочет занять место Бога. But he says it in verse 15, you will be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Но, 15 стих, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. So we have here Satan declaring that he is going to take over God's place. Мы здесь видим, как сатана декларирует, что у него получится занять Божье место. Okay, a passage that is parallel to this is found in Ezekiel 28. Параллельный отрывок, параллельно этому мы находим в Иезекииле 28 главе. Уже помазанный херувим. Okay, so in Ezekiel 28, В Иезекииле 28 главе, in verse 2, Son of man, say to the prince of Tyre. говорит, было ко мне слово Господа, сын человеческий, скажи правителю Тира, или начальствующему в Тире. Now notice this is the prince. Обратите внимание, здесь изначально речь идет об этом начальствующем или князе, да, правителе. All right, your heart is lifted up and you say, I am a God, I sit in the seat of gods. Так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем, на Божьем Now this is престоле. a human king. Это царь-человек так думает, They say, I am a God. который про себя такой, ну, я Бог. But he says, yet you are a man, not a God. Но дальше Бог его поправляет, ты человек, а не Бог. Even though you set your heart as the heart of a God. Хотя и ставишь ум твой наравне с умом Божьим. So now we have some, I think it's sarcasm. Дальше мы видим такой своего рода сарказм. Behold, you are wiser than Daniel. No secret can be hidden from you. Вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Now he says, with your wisdom you've gained riches for yourselves. И твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство. Verse 5, by great wisdom and trade you have increased your riches. Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство. And your heart is lifted up because of your riches. И ум твой возгордился богатством твоим. What does this mean, your heart is lifted up? Что это значит, что ум твой возгордился, или сердце твое вознеслось? We have the mind in Russian text. You have the mind? Yeah. Okay. Yeah, your mind become proud. Became proud. Ну, что значит? No, it's the word for heart. Yeah. I mean, it is the Hebrew word heart. Да, ну,
То слово, которое у нас переведено как ум, вообще-то это еврейское слово. But this is used for the inner man. Но это слово часто используется для обозначения It can внутреннего be used человека. for the mind, the understanding. Очень часто это слово используется также для обозначения разума и понимания. What does it mean when it says it's lifted up? Но что имеется в виду, что, ну как во втором стихе, да, вознеслось сердце твое. Ну, заботайся. Pride. That's pride. Да, гордость. So we understand we have here a figure of speech. Мы понимаем, что здесь у нас образное выражение. Okay, so he's become very proud. То есть он очень сильно возгордился. Now in verse 6, because you have set your heart as the heart of a God, В шестом стихе, за то, что ты ум твой ставишь наравне с умом behold, I will Божьим. bring strangers against you, the most terrible of the nations. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, Okay, and they're going to destroy you. и они уничтожат тебя, да, обнажат мечи против красы твоей. They will throw you down to the pit. Не заведут тебя в могилу. So we have an announcement here that the prince of Tyre Итак, мы видим здесь провозглашение о правителе, о князе Тирском, is going to be killed. что он будет убит. So in verse 9, will you still say before him who slays you, I'm a God? Да, и скажешь ли тогда перед твоим убийцей, я Бог? In other words, somebody's about to put a sword into him. То есть кто-то вот уже к тебе меч в голову приставит. What are you going to say to him? You can't kill me, I'm a God. Ты не можешь меня убить, я Бог. But you shall be a man and not a God in the hand of him who slays you. Тогда как в руке поражающего тебя, ты будешь человек, а не Бог. All right. Now, Теперь, this is against this human prince. вот это вот провозглашение было сказано против человеческого князя, князя Тирского. Now, beginning in verse 11, Но, начиная с 11 it стиха, says, Moreover, the word of the Lord came to me. дальше продолжает Иезекииль и говорит, было ко мне слово Господне в 11 стихе. Well, what this does, it indicates that this is another message. Что мы здесь видим? Что это указывает, что сейчас какое-то другое послание будет, новое слово. Now, there's going to be a parallel, Безусловно, будут параллели. but now, beginning in verse 12, we're going to have a different person who is described. Но теперь, начиная с 12 стиха, описывается уже другая личность. So in verse 12, И вот в 12 стихе he says, Take up a lamentation for the king of Tyre. он говорит, «Сын человеческий, подними плач о царе Тира». Okay, now back in verse 2, we had the word for prince. Во втором стихе у нас там был правитель там, или начальствующий в Тире, да? Ну, князь Тирский. Начальствующий. But in verse 12, we have the king. Но в 12 стихе у нас уже царь. And he's going to describe now a different person. И теперь уже будет описываться другая личность. Now, the prince of Tyre said he was a god, but actually he was a man. Князь Тирский, начальствующий в Тире, говорил, что он был богом, хотя на самом деле был человеком. But now we have this lamentation for the king of Tyre. Но теперь мы видим вот этот плач по царю Тирскому. And we see that this one is a cherub. И мы видим, что вот этот царь, это уже Херувим. See, that's in verse 14. You were the anointed cherub. Это мы видим в 14 стихе. Ты был помазанным Херувимом. So what we have in
verse 12 and following, Что мы видим в 12 стихе и последующем? is language that goes beyond a mere human being. Мы видим, что язык указывает на кого-то, кто превосходит обычное человеческое существо. And this is going to be the one that was found in Isaiah 14. И именно его мы видим в Исаии 14 главе. The shining one, the son of the morning. Вот этот вот сын зари, утренняя звезда. All right, in verse 12, you were the seal of perfection, full of wisdom, perfect in beauty. Стих 12, да, вернемся. Ты был пример, ты печать совершенства, полнота, мудрости и венец красоты. This is the greatest creature ever created by God. Это величайшее из творений, когда-либо созданное Богом. The most beautiful, Самое красивое, the most intelligent. самое разумное творение. In verse 13, you were in Eden, the garden of God. Стих 13. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Every precious stone was your covering. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. So he's got this beautiful costume made out of 9 different precious stones. У него такой прекрасный костюм из 9 видов драгоценных камней. At the end of verse 13 it says, the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. В конце 13 стиха говорится, что все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. So it's like saying, he has the most glorious voice in all of the universe. Voice? Voice, his pipes. In verse... At the end of verse 13. Да, то есть, образ здесь указан, говорит, что у него был самый прекрасный голос среди всего творения. Как это видно в 13 стихе? It's not that clear from any Russian text that he talks about voice. It's more like... Oh, no, that's my interpretation. Да, это мое истолкование. Where you've got tambourines and pipes. Tambourines and what do you have? 13 стих, да? Yeah, that's the tambourine. Да, там вот слово это тамбурины и трубы буквально. Oh, you've got truby. No. What do you have? Ага, да. Знарядя і золото, і смарагд, знарядя бубнів твоїх, та сопилок твоїх, були в тебе щодня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Типа дудочки. Да. Ukrainian text is way high. Russian text skips it all. This is pretty consistent that the Ukrainian text is superior to the Synodal text. Вообще говоря, это такая уже закономерность. Да? Украинский текст намного точнее оригинала, чем русский текст. Да. Now, these things were prepared for him by God. И вот все эти вещи были приготовлены Богом для него. On the day that you were created. В день его сотворения. Now, we are born into the human race. И мы рождены, чтобы стать частью человечества. Мы рождаемся. So we are not created, each of us individually, by God. То есть Бог не творит индивидуально каждого из нас. But this being, it declares to be created. Но об этом творении, об этом существе сказано, что он был сотворен. All right, in verse 14, you were the anointed cherub who covers. И в 14 стихе сказано, что ты был помазанным херувимом. Okay, so Чтобы a осенять. cherub, the highest order of angels. Да, херувим это самый высокопоставленный из ангелов. And they are the angels that surround the throne of God. Херувимы это те ангелы, которые окружают престол Божий.
Now this word anointed Вот это слово «помазанный» means he has been appointed to a special position. указывает на то, что этот херувим был поставлен вообще на особую должность. So not only is he a cherub, the highest order, but he is also appointed. То есть он не просто херувим, что само по себе высочайший ранг среди ангелов, но он также поставлен на особую должность. Первый среди первых. So God says, I established you. То есть Бог говорит, я тебя поставил. Я тебя God put him in that position. Бог поставил его на эту должность. You were on the holy mountain of God. Ты был на святой горе Божьей. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Ходил туда-сюда среди горящих огнистых камней. And you were perfect in your ways И был совершен в путях from the твоих day that you were created. со дня сотворения твоего. So again, we see that this being was created, Опять же мы видим, что это существо сотворено. and he was absolutely perfect И оно было совершенно until до тех пор, iniquity was found in you. доколе не нашлось в тебе беззакония. And so, by the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. So what happened is Satan becomes very proud, Что случилось? Сатана очень сильно and his возгордился. heart was lifted up, Его сердце вознеслось. and he is going to seek to overthrow God. И он начал искать возможности свергнуть Бога. And he will persuade 1/3 of the angels to follow him in rebellion against God. И он убедил треть ангелов последовать ему в этом восстании против Бога. So God says, therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God. И Бог говорит, что я за это не свергну тебя как нечистого с горы I Божьей. destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. So, what we have in this passage is a description of Satan Что мы видим? in his fall. Отрывки мы видим описание сатаны и описание его падения. So remember Isaiah 14 Давайте вспомним Исаию 14 главу and parallel with Ezekiel и 28. проведем параллели с Иезекиилем 28 главой.